Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Да, взаимно, Юрий Анатольевич. Много таких, конечно, геополитических процессов. Есть отдельный трек, как бы Путин-Зеленский, приглашение в Москву. Очень много эмоций, очень много буйства. По факту же мы имеем ничего. Ну вот, в сухом остатке, с точки зрения того, что может повлиять вообще на ход войны в Украине. Да, кое-что это, конечно, Трамп, который пожелал удачи и всего хорошего Индии, Китаю и России, потому что Индию и Россию он потерял и как бы расписался в этом. Это очень знаковый момент. Но по большому счету мы находимся в очень опасный период, в опасном периоде. В чем суть? Да в том, что вот, например, куча же новостейных телеграм-каналов, всяких других СМИ, все вроде как обо всем обсуждают. А вот ночной удар по Днепру и люди, которые не могут открыть окна, об этом все молчат. Что-то куда-то попали, и, в общем, люди понимают, что, да, там это рабочая, Кирова, там вот в этом районе. То есть война переходит на определенный новый этап. Как вы его видите? Ну, мы с вами неоднократно обсуждали этот вопрос. Вот, и я лично вижу, что действительно фаза осенняя военных действий будет очень горячей. Очень горячей. На волоске висит Купянск. Это уже все знают. Вот. Все эти бравурные речи украинской власти о том, что мы там перебросим силы оттуда, отсюда, ну, это все ерунда. Это несерьезно. Военные люди так не рассуждают. Неважно, какую кокарду они носят на своей фуражке. Потому как даже те же немцы и американцы, я имею в виду военных экспертов, пусть они даже бывшие, да, но это даже хорошо. Все бывшие военные, да, и немецкие генералы, и американские генералы, они сейчас все очень откровенны, потому что они в отставке. И они очень хорошо понимают положение Украины, положение вооруженных сил Украины. И с профессиональной точки зрения это все оценивают. Это если брать иностранцев. А россияне, в принципе, вообще ничего не комментируют. Вот, потому что ну, это не в их, так сказать, не входит в их замыслы. Единственное, что Герасимов, начальник Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, дает иногда очень такие скупые, скромные, скажем, информ-сообщения, но это не интервью. Это, скорее всего, такой пресс-подход для иностранных атташе и иностранных военных журналистов в Москве. Все, больше никакой информации подробной мы не услышим от служб Российской Федерации. Вот. Но что касается украинских, так сказать, здесь специалистов, я бы так сказал, у них одна задача – это вот по-прежнему говорить о том, что еще не все потеряно, хотя уже потеряно многое. Говорить о том, что Запад нам поможет, а хочется спросить, и граждане Украины, вменяемые граждане, спрашивают, так а где же наши что-то? То есть мы только надеемся на Европу, мы только надеемся на США. США, правда, обрезали нам финансы и оружие, но я считаю, это временно. Это вот в том ключе, в котором сегодня говорит президент США Дональд Трамп и министр обороны господин Хексет. Не-не, подождите, почему временно? Ну, давайте, Это временно, давайте Александр. так. Я вам... Они на Подождите, Европу уже даже денег не я выделяют. все-таки доведу свою мысль до ума. Я понимаю вашу цель сбить меня, но вам это не удастся. Почему? Потому что разведданными Соединенные Штаты как снабжали ВСУ, так и снабжают. Старлинки работают на полную катушку. То есть, а это связь. А без связи любая армия глуха и нема. Понимаете? А то, что вы пытаетесь мне сказать, я понимаю, что вы хотите сказать. Это, скажем, не имеет под собой долгосрочной перспективы. Вот что в чем дело, понимаете? Почему? Потому что
и Европа, и США, я настаиваю на этом, все-таки стоят за то, чтобы России нанести стратегическое поражение. Вот можно выкрутасами различными фразами политическими и так далее говорить о чем угодно. Я имею в виду в США. И что мы все за мир во всем мире, и мир, дружба, жвачка скоро наступит, и так далее и тому подобное. США кровно, я подчеркиваю, заинтересованы в поражении России, причем не на Украине, а внутри российского общества. Вот в чем дело. Истощить Россию, истощить ее, кровеносные сосуды, с точки зрения обескровливания военно-промышленного комплекса, экономики. Вот главная задача США. Все остальное это наносное, это как пенка на воде морской, понимаете? Поэтому говорить можно много, и президент много США говорит. Вот. И это многим нравится, а некоторым не нравится. Вот. Там вообще не поймешь, что творится в Сенате. В Конгрессе это ладно, там полностью уже, как сказать, под контролем республиканцев. А вот в Сенате там такое бурление идет, что мама не горюй. Понимаете? Поэтому, возвращаясь к вашему основному вопросу, фаза войны по-прежнему на повестке дня. Причем ее провозгласил недавно и президент Владимир Путин. То есть, да, есть шанс у Украины завершить все мирным путем, а я подразумеваю, читая между строк все сообщения из Москвы, что это капитуляция. Ну, давайте говорить, вещи называть своими именами. Если Россия говорит о том, что Украина должна вывести все войска из 4 областей, это капитуляция. Это, и простите, это иначе никак не называется. Вот. А если, говорит, не готовы будут, но мы будем продолжать выполнять задачи специальной военной операции вооруженным путем. Это прямая речь Владимира Путина. Поэтому надеяться, и я призывал и ранее, так сказать, своих слушателей, кто слушает меня, конечно, и ваших слушателей, и зрителей, что надо готовиться к худшему. Надо сохранять свои жизни. Я обращаюсь к гражданским людям. Не сидеть там ждать и уповать на того, кто пришел к власти благодаря тому, что он смешной и красивый. А уповать надо на то, что у вас есть еще жизнь, дарованная Богом, и ее нужно сохранять. А государство, как гарант Конституции и всех прав граждан Украины, не гарантирует вам это сохранение вашей жизни. Вот это моя такой краткий посыл своим соотечественникам. Если поговорить о фронте, ну, смотрите, достаточно напряженная атмосфера. Значит, многие там и депутаты уже говорят, и всякие там другие спикеры, ну, люди, которые там как бы имеют род, и этот род звучит в Украине, из Украины, да? Значит, вот был у бойцов, они говорят, какого вам вооружения не хватает, те говорят, всего хватает, людей давай. Ну, и людей пачками как бы отправляют, ловят, отправляют, вяжут, крутят. Другие люди в военной форме, ТЦК, бусификация не останавливается. Однако, какая-то очень интересная динамика прослеживается. Значит, с одной стороны, принимается законодательство, где условно в сторону военного нельзя косо глянуть, и его родных. Не то, что там угроза, жизни, расправы, все, тюрьма. То есть, а если там чего-то где-то, я так понимаю, ты не то сказал об украинском военном гражданин Украины, то там и штрафы, и общественные работы. В общем, усиливается законодательство. Это вот в течение ближайших недель депутаты будут принимать. Сегодня якобы, ну, опять непонятно, насколько это все-таки пройдет быстро, но тем не менее, готовится законодательство по ужесточению норм для военных, которые там не подчинились приказу. Не подчинился приказу — тюрьма. То есть 5-10 лет, пожалуйста. Вот этой истории о том, что СЗЧшник, возвращайся, мы все простим. Ну вот ты ушел в СЗЧ, вернулся. Ушел, вернулся. Вроде как депутаты это все дело отменяют.
Вы, если так проанализировать совокупность действий, которые украинская власть пытается, да, регулировать украинскую армию, вы какой вывод можете сделать? Это что? Это закручивание гаек, это наоборот, скажем так, переход в военное государство, это пиар и ничего больше? Или, ну вот если понять, как Украина, ну давайте, банковая, менеджеры Зеленского пытаются управлять войной и военными. Что бы вы отметили? Ну, я начну с первого, того, что вы сказали. Решение Верховной Рады и ужесточение мер по дезертирству, самовольным отлучкам и покиданию поля боя, что называется. Во-первых, я найду вам доброе количество, ну, во всяком случае, нашел бы, если бы у меня были такие возможности, достаточное количество личного состава украинских вооруженных сил, которые бы согласны были сегодня сесть в тюрьму. Уверяю вас, достаточное количество я нашел бы таких людей, если бы, так сказать, по воле судьбы мне удалось, так сказать, их найти и иметь такую возможность. Что касается ужесточения, ну, понимаете, более жестокого обращения с украинскими военными, чем пуля в затылок, а это на сегодняшний день не фантазии мои, это явь. Это то, что мы сегодня слышим и видим из многих источников. И в частности, из тех пленных военнослужащих, которые находятся в плену у российских спецслужб и Следственного комитета. Вот, понимаете, говорить о том, что там все постановочные видео, Мосфильм снимает, ну, это можно, конечно. Это испытанный древний способ разоблачить, в кавычках, так сказать, российскую пропаганду. Но есть те еще, которые были обменены. И с такими у меня есть связь. Так вот, расстрел на фронте – это повседневность. За любое непоминовение. Начиная от младших офицеров и заканчивая старшими. Расстрел на месте – это было, есть. Это вошло в норму. Никаких военно-полевых судов нет. У нас до сих пор вообще судебная система разрушена в Украине, если кто не знает. Потому как председатель Верховного суда в тюрьме, председатель Конституционного суда вообще в изгнании, бог знает где. Вот. И его просто не пускали на работу охранники по указу Банковой. Поэтому говорить о судебной системе, о каком-то правовом поле, в котором сегодня находятся украинские военные, не приходится. То есть там полная анархия, полный хаос. Любое приказание, вот я уже поднимал эту тему, да, когда там кричали на Майдане, что внутренние войска виконували злочинні наказы и своего руководства. Так сегодня даже вопрос не стоит о том, есть приказы преступные или нет в армии. А людей просто такие, иной раз, вот, скажем, по некоторым фактам, я поражаюсь просто, не выводят из-под огня. Вот есть такая система ТОС, да, термобарическими боеприпасами обстреливают позиции украинских войск. В Украине нет такого оружия, а у России есть. Это своего рода такие реактивные системы залповые, которые сжигают все на определенной площади в десятки гектаров земли, в том числе и военных, живых людей. И никто не собирается, зная об этом, из вышестоящего командования выводить, беречь солдат. Беречь солдат. Есть такое понятие тоже у военных. Сберечь живую силу. Ввиду того, что многие, значит, военные операции не имеют смысла. То есть нет смысла людей держать в том же окопе, да, если уже, например, Покровск в кольце. Ну, что их там держать? Их надо было давным-давно оттуда выводить, почувствовав окружение. Самое страшное у военных – это окружение. И в годы Великой Отечественной войны мы
знаем из истории, я во всяком случае знаю из истории, что какие просчеты были у советского командования, когда до миллиона солдат были в окружении и сдавались. Взять тоже, например, Харьковский котел или Киевский котел в 1941 году. А там, извините, тоже были генералы не лыком шиты. Я имею в виду советские генералы. Но, тем не менее, был приказ ни шагу назад. Но, тем не менее, он имел под собой смысл, будем так говорить. Потому что многие военные, даже чувствуя какую-то, ну, скажем, фальшивую опасность, да, отдавали приказ сдаваться без боя. Это совсем другое дело. Но когда мы имеем дело с современным оружием, и есть определенная опасность, экзистенциальная угроза того, что все будет уничтожено, не только боевая техника, но и люди через определенный период времени, то бездействие украинского командования, тугоумость какая-то, вот я никак не подберу этого слова правильно, тугоумы какие-то, они абсолютно не говорят, ну, подумаешь, погибнут. Пришлют ТЦКшники других болванов, посадим их туда же, в эти окопы. Вот и все. Я не вижу никакой, Александр, вы, конечно, может быть, хотели каких-то у меня, услышать от меня какие-то новации в деле того, что в украинской армии проходит какая-то реорганизация планов фронтовых. Нет, Ничего я этого нет. просто смотрите, вот открываешь сообщение от главкома, Да. ну, Сырского. Кстати, вот, простите, я опять же на секунду перебью. Сообщение от главкома. Кто его уполномочил? Ну, а кто у него начальник? Ну, только верховный Вот главком. так? Ну да, Ну, наверное. подождите. Ну, а кто? Наверное, да. Армия, я просто надеюсь, не знаю, как мало кто знает на самом деле, это закрытая вертикально интегрированная структура. Ну так, принцип такой. Значит, если кто-то уполномочен, значит, выходит Сырский и говорит, мы создадим многоэшелонированную оборону от шахедов. Ну, вот этих гераний, дронов, в общем, да? Да, да, да. То есть ты вот читаешь, говорит, вот там будем набирать людей в ПВО, будем, в общем, группы создавать. Сейчас вот это все будет организовано по-новому. Многоэшелонированная оборона. А я вот сижу и не могу понять, а что не так в этом сообщении? А потом понял. Дата. Ну вот вчера буквально. Дата. 3,5 года войны уже перевалили. Скоро 4 будет. А у нас создается многоэшелонированно. Открою сообщение от Зеленского. Да? Мы, значит, будем в небе, на земле. Короче, везде мощно предпринимать действия, чтобы надавить на Россию и принудить ее к миру. Ну, силой. Потрясающе, слушайте. Я тогда вам и задаю этот вопрос, да, а как получается, какие методы вы видите, да, вот, чтобы государство управляло военными, которые, вот, если такие цели озвучиваются и ставятся? Вы знаете, я не буду сейчас рассказывать, это очень долго. Когда была советско-финская война, существовала такая линия обороны, линия Маннергейма. Вот я не буду рассказывать, сколько туда финны вбухали денег, сколько строили и так далее и тому подобное. Но эту линию Маннергейма советские войска просто обошли. Вот, то есть, ну, как бы решили вопрос. Касаясь того, что вы говорите, да, там, многоэшелонированную, вообще главком работает на СМИ. Но это в духе 95-го квартала, вы понимаете? Главком должен сидеть в таком укрытии со своим штабом и мозгом вооруженных сил, куда муха не пролетит, понимаете? И должен управлять по связи, которую дали им американцы, всеми войсками, которые находятся в их подчинении. Они работают на СМИ. Они сообщают, какую мы создадим много... Слушайте, ну детский сад какой-то, понимаете? Так вот, что касается обороны. Тут у меня просто вот привязывается вопрос, как, я не знаю, как в сказке о репке.
Бабка за детку, детка за репку. А деньги где, Зин? Ну, деньги, куда вы дели деньги? Что вы И только вот, собираетесь... Юрий Вот Анатольевич, вы правильно сказали, значит, упомянули дату. А что вы раньше делали? Где деньги? Вы же их потратили. Или вы их украли? значит, Юрий Анатольевич, сегодня Зеленский. Украине не хватает денег на разработку своего дальнобойного оружия. Угу. Заявляет, что украинские специалисты работают над разработкой и модернизацией разных типов вооружений, но не на все хватает финансирования, средства просят у Запада. У нас дефицит 6 миллиардов долларов. Это серьезный вызов, потому что это не первые 6 миллиардов, которые нам нужны, и не последние. Поэтому мы над этим работаем. Это была прямая речь Зеленского. Это они считают нас за болванов, Саша, понимаете? Вот серьезно вам говорю. Они уже плетут все, что им вздумается. Считая, что украинский народ быдло было, быдлом и осталось. Вот можно говорить все, что угодно. Любую ересь, любую чушь плести, все равно вы на нас не достанете. Вот так они думают, понимаете? Это действительно так. Они сейчас находятся вне зоны досягаемости, что называется, говоря военным языком. Но хочу сказать другое. Корея, ту, которую долго не любили в Украине, Корейская Народно-Демократическая Республика, они ходили в портках, голодные, но за это время своими силами, это называется идея чучхе, опора на собственные силы. И в этом нет ничего смешного. Они достигли такого, что сегодня их лидер в Китае наравне с другими лидерами ядерных государств стоит наравне по защите своего отечества, своего государства. И рядовые корейцы гордятся этим, потому что голода-то уже нет. Он уже 25 лет, как он отсутствует. А оружие, которое способно защитить государство, мобилизационная готовность этой страны находится на высочайшем уровне. Даже помогает России освобождать Курскую область. Вот вам яркий пример, сравнительный. И это можно, скажем, ткнуть и Зеленскому, и Сырскому в нос. Вот этот пример. Показательный пример. Который показателен, кстати, не только для Украины, но и для всего мира. Как ни пытались изолировать, блокировать эту страну, испытывать ее такими методами идиотскими и коварными, как немцы испытывали ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, в годы 900 дней блокады. Но народ выстоял, и этот народ выстоял. А Украина надеялась на западные ковришки. И к чему это привело? К рабству это привело, к вассальству это привело. Потому что сегодня Запад целиком и полностью работает в этой стране и поглощает все то, что еще не успели украть местные. Вот в чем дело. Ничего не будет, никакой эшелонированной обороны. После падения Красноармейска, как он, как в Украине, я уже забыл. Только что он... Мирноград. А? Или Мирноград, по-моему. Покровск? Да. Покровск. Нет, А он был, Мирноград это Покровск был Дзержинск. красноармейском. Да. После его падения открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск. Все, там степь дальше. Там уже нечего ловить, что называется. Некуда зарываться. И незачем, я считаю. Это окружение Харькова будет в дальнейшем, однозначно. В том числе и на юге, в Запорожье. Приблизительно такая же ситуация будет. Причем, если Россия использует свои собственные направления, северное, центральное и южное, где находится достаточное количество личного состава, боевой техники, сил и средств, то Украина в данный момент, сдерживая пока еще, незначительно, но сдерживая, потому что каждый день приходят сводки о том, что мелкие населенные пункты падают, сдаются, выходят из поля боя, и Россия их занимает, то то же самое будет и по этим направлениям. Потому что не хватит сил для Украины передислоцировать с одного участка фронта на другой.
Так не воюют. Тем более в современной войне. Дроновой, ракетной, артиллерийской и так далее и тому подобное. Ведь сегодня же боевая техника, да, вот, бронированная, тяжелая боевая техника, она же практически, видите, не используется. А нет смысла. Потому что оружие совершенно другое сегодня на поле боя. Ну, Произошло смотрите, перерождение некоторые тактики ведения эксперты, боевых действий. некоторые эксперты говорят, что мы еще увидим танки. Вот как раз когда Чьи? Ну, танки, которые используют, да, для Ну, того, чьи чтобы двигаться увидим вперед. танки? Российские? Коробку, в момент Российские? наступления, да. Мы еще Ну, увидим кто? эти танковые прорывы. Потому что тут же вопрос какой. Сейчас дроны между собой воюют, но точки поражения, да, в общем, если раньше можно было пойти на войну, и ты дроновод, ты в безопасности, сидишь, играешь в компьютерную игру, то сейчас это невозможно, вычисляются. То есть мы еще увидим в момент того, когда будет проломан фронт, вот эти Ну, все может танковые. быть, может быть. Но это в зависимости, опять же, от ситуации на фронте. То есть все зависит от того, насколько фронт будет в дальнейшем динамичен. Если придать фронту динамики, да, то действительно бронетехника здесь необходима, чтобы каким-то танковым кулаком прорвать где-то или быстрее достигнуть того или иного населенного пункта, чем идти пешком, как раньше это делали крупные подразделения мотопехотные. Да, может быть, но на сегодняшний день пока что я не вижу широкого использования бронетехники на всей линии фронта протяженностью около 2000 километров. Юрий Анатольевич, тут, в общем-то, CNN опубликовала материал. Трамп и Путин согласны. Вина лежит на Европе, поскольку мирные усилия в Украине зашли в тупик. Теперь делают особый акцент на Европе президенты США и России, поскольку спустя 3 недели после их саммита на Аляске усилия по прекращению войны в Украине оказались в состоянии застоя. С одной стороны, Трамп прав, учитывая серьезную угрозу безопасности, которую европейские страны ощущают от России. Странно, что страны Евросоюза все еще покупают российские энергоносители. Но с другой стороны, это давление на Европу содержит элементы лицемерия и нелогичности. Это я цитирую фрагмент из материала. Как вы оцениваете вчерашнюю коалицию желающих повоевать и разговор с Трампом? Ну, одним словом, цирк. Цирк, просто цирк, потому что как только сообщили о том, как я сразу услышал, что Стив Уитков через 20 минут покинул это совещание, я понял все, провал. Вот, значит, мой друг, известный психолог Александр Сосновский, который часто бывает на федеральных каналах в России, германист, вот, очень всегда актуально и профессионально оценивает, например, ситуацию в политических кругах Германии. Он сказал, что по его данным на этом совещании произошел крупный конфликт между Уиткофом и фон дер Ляйен. В ответ на это, когда фон дер Ляйен там закатила истерику насчет того, что Трамп обвинил Европу в покупке Европой российской нефти, тем самым спонсируя того же Путина, да, средствами для дальнейшего ведения войны. Вот. И фон дер Ляйен начала на повышенных тонах оправдываться, что эту нефть покупает только Венгрия и Словакия. Ну они что, не члены Евросоюза? А кто еще должен? Сколько еще государств должны покупать российскую нефть, чтобы опровергнуть слова Трампа? Ну, естественно, Уитков, увидя этот такое баранье упорство, да, он встал и вышел. Вот. В принципе, целей очередное это сборище абсолютно никаких не достигло. Я просто беру в сравнение, хотя тут сравнивать даже нечего по масштабу, по целям. Тот же саммит ШОС, который недавно прошел в США, в Китае.
60 крупных контрактов и договоренностей межгосударственных подписано на полях саммита. 60 договоров. Один день всего совещались. Понимаете? Ну, там, конечно, были закулисные переговоры двухсторонние, межгосударственные, но цели достигнуты этого собрания. Что делают в Европе? Они постоянно, чуть ли не еженедельно собираются. Причем тратят деньги своих налогоплательщиков. Это же не из своего кармана там перелетают из одного государства в другое. Это стоит больших денег, вот эти встречи все. И тем не менее, ни одного положительного решения. Уиткофа, кстати, еще страшно вывело из себя вот это неуемное желание Франции и Великобритании повоевать с Россией. Понимаете? Введение вот этого контингента, как они называют его, на территорию Украины, что вообще никаким пунктом не проходит в плане Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он передал это письмо через Уиткофа европейцам. И, конечно, они взвыли, они не согласны категорически с мнением Трампа. И вот у них возникла эта идея фикс – повоевать с Россией. Ну, понимаете, большего сумасшествия и придумать нельзя. Все ради чего? Ну, опять же, сохранение власти у себя, в Брюсселе. Вот в Брюсселе им очень удобно, комфортно, зарплаты высокие, ну и так далее. Слушайте, ну, как бы сказать так, что ВОЗ и ныне там, ну, вроде как можно, но с одной стороны, с другой стороны нельзя. Потому что этот процесс перекладывания всего и вся, ну, в Украине ответственности за Украину на Европу, это, с одной стороны, некоторые видят как ну, гибель вообще, дело гиблое. Другие говорят, что погодите, так хорошо, теперь будут не доллары, а евро заходить, ну, условно, да, в Украину. И вообще, ну, как бы, Европа напечатает, если что, даст денег, да. Но как вы видите вообще тогда разрешение ситуации? Смотрите, целый комплекс заявлений сделал Путин. Он зовет Зеленского в Москву. Хочешь поговорить, приезжай. Но во встрече в такой, ну, как бы, смысла не видит. Потому что встреча должна нести какие-то ключевые решения, которые должны были подготовить заранее. Но если что, то можешь приехать. Зеленский не едет. И многие вспоминают эту фразу, с которой началась политическая жизнь комика Зеленского. «Ради мира я готов хоть с чертом лысым говорить». Слушайте, вот вам, пожалуйста. Говори, да. Ну, то есть возможность такая. Тем более, что должны быть приниматься решения. Если ставим телегу впереди лошади, ну, условно, сначала встретились лидеры, договорились, а там дальше их аппараты все оформили и привели в божеский вид, ну, хорошо, так вот тебе шанс. Если наоборот, то есть нужно, чтобы поконтактировали, договорились, наработали решение, а потом вы встретились, пожали руки и все закончилось, если такой сценарий, то вот тоже шанс. Российская сторона заявляет о повышении статуса переговорщиков, и, я так понимаю, на столе никуда же не делся этот проект предложения о том, что давайте гуманитарная, политическая, военная подгруппы в рамках Стамбула, пускай они работают, а потом сведем все воедино, ну и вот вам встреча. Что не так с этой встречей? И действительно ли здесь, ну вот в ком тупик? Ну, опять же, повторюсь, наверное, опять же, в 100-й раз. Зададим себе вопрос. Что ответить Путину, Зеленскому на приглашение в Москву? Можно было бы на эту тему подискутировать. Но дискуссия отпадает сама собой, когда мы начинаем осознавать, что у Зеленского нет прав никаких. То есть он не будет решать ни одного вопроса с Путиным, даже потому, какие носить туфли или кроссовки, в данном случае к нему касается.
Он не имеет прав вообще, Запад его лишил всех прав. Соединенные Штаты в первую очередь. Он не имеет права говорить ни с кем из российского руководства. Теперь возьмем другой вопрос. Он запретил себе это делать. Мы тоже эту тему обговаривали. И Путин постоянно, зная, кстати, это прекрасно, Путин может приглашать его даже к себе домой. Но Путин прекрасно знает, что этого не случится. Вот в чем дело. Это можно просто со стороны Владимира Владимировича говорить хоть каждый божий день. Да приезжай, да я тебя чаем напою у камина в Кремле. Да пожалуйста, полную безопасность тебе обеспечу. Но Владимир Владимирович знает, что Зеленскому не дадут приехать в Москву. Но это если говорить о внешнем периметре. Погодите, А что кто? внутри? Стоп. А что внутри Украины? Вот то националистическое, ну, нацистское, по сути дела говоря, меньшинство, которое сегодня опутало всю Украину, оно даст ему съездить в Москву? Может быть, и даст. Но потом уже Зеленский не вернется в Киев. От слова вообще. Он останется в Лондоне. Потому что ему, говоря простым языком, кирдык. Его физически уничтожат. Как уничтожили Порубия совсем недавно. Поэтому говорить о том, что может ли, не может, хочет ли, не хочет Зеленский приехать в Москву, он может, конечно, бравировать чем угодно. Я предлагаю 6 государств, там, или 7, я не знаю уже, с счету сбился. Он может это делать, он шоумен, пожалуйста. Вот. Но если брать суть вопроса, да, он бесправен, он голенький. Все. Тогда как закончится война? Как сказал Владимир Владимирович, я не его безусловный, так сказать, поклонник. Вот. Тут сейчас каждый за себя. Но Владимир Владимирович сказал, значит, если не надумают решать миром, будем воевать. Так а с кем Вот. решать миром, раз решать не с кем? Ну, вы понимаете, что тут тоже какая-то двойная петля? Нет, ничего. Я прекрасно понимаю, Александр, кто начинал всю заваруху на Украине? Вот ну почему-то, когда Путин говорит о первопричинах войны, это как такой, знаете, шум осенних листьев. А вы вникните в эту фразу, ведь он правильно говорит. Что являлось первопричиной войны? Причем конкретно войны на Донбассе. И все станет понятно. Я не хочу даже эти заезженные сегодня причины перечислять. Причиной войны стал государственный переворот. Причем не просто переворот, ладно бы там одного Януковича сместили, а затем сказали, все, мы провозглашаем федеративное государство, Крым, Донбасс, все имеют свою автономию, и мы, как единое государство, остаемся жить. Нифига. Американцы, в американский план это не входило. Ну, абсолютно никак. То есть был вброшен мем убивать русских. Причем напрямую было сказано. Убивать русских на юге и на востоке. Потому что они не согласны с решениями майданной власти. Значит, что? Их надо убить. Вести какие-то переговоры, как в Испании вели там с басками, с каталонцами. Никто не собирался. Но каталонцы и баски по-прежнему в составе Испании. Хотя они считаются сепаратистами. Но испанское королевство пошло на то, чтобы сделать их автономиями. Со своим парламентом, со своим правительством, не противоречащим общей конституции Испании. А в Украине не дали этого сделать. Сказали, ну что вы что, идиоты что ли? Мы тут хозяева над вами. Значит, давайте армию на восток убивать русских. И в том числе введите соответствующую пропаганду и учебный процесс в средних школах и вузах. Нацельте на это. Разве мы этого не знаем? Это же так. А одни законы антирусские, антироссийские в Верховной Раде чего стоят? Это же все нагнеталось.
Еще до России, до войны еще и не пахло даже. 15-й, 16-й, 17-е годы это были пиковыми годами русофобии и антирусской пропаганды. Когда начали уже действительно там не только сносить памятники каким-то коммунистическим лидерам, Ленину и так далее. Могилы стали выкапывать. И выкапывают до сих пор. Вот, пожалуйста, вот вам вся причина того, что происходило и что происходит. Поэтому, натерпевшись всего этого, ну, простите, почему мы считаем свое терпение украинское важнее, чем российское терпение? А венгерское терпение, если взять? Сколько они могли терпеть то, что происходило с венграми на западе Украины? Венгры тоже, у них тоже точка кипения уже дошла. До такой степени, что они просто стали игнорировать Украину по всем статьям. И в Евросоюзе, и в НАТО. Зеленский заявил, что западные войска в Украине будут не в единицах, а в тысячах. Потужно заявил. Вместе с этим очень интересный материал сегодня вышел в NBC News. Вот прям очень интересный. Ну, не знаю, насколько, да, то есть это все сопоставимо и походит на правду, однако Украину может защищать армия, внимание, Бангладеша или Саудовской Аравии. Планируют создать демилитаризованную буферную зону. США на них мониторинг с помощью дронов, спутников, разведки в сотрудничестве с другими странами. Охрану могут доверить военным из нейтральных государств, фигурирует Саудовская Аравия, Бангладеш. Участие НАТО, стран НАТО вообще исключено. Турция будет заниматься безопасностью на море, ну, в общем, Черное море, контроль проливов. Вот какая интересная история. Слушайте. Профанация. Это профанация, Саша. Ну, а простите, Зеленский уже с лидерами Бангладеш уже говорил, да, на эту тему? Нет, он пока встретился только с Фицо. А Фицо он кто? Он в Бангладеш имеет какое-то отношение? Боже, ну вот честно, вот это я не к вам лично обращаюсь, а по поводу того, что вы огласили. Ну это действительно профанация. Причем эта профанация влечет за собой дальнейшую кровь. Понимаете, в чем дело? Реки крови. Вот опять же, он провоцирует. Он провоцирует специально Россию для того, чтобы ни в коем случае не начинать, как ему сказали старшие братья по НАТО и в США, в Сенате, не начинать никакого разговора с Москвой. Он провоцирует Москву на это. Вот в чем дело. Поэтому все эти голубиные крылышки черного цвета на черном мундире Зеленского, ну, они скоро опадут. Очень скоро опадут. Ну, я уже говорил о том, что многие вот еще взять те же 2 года назад, да, говорили, да нет, конфликт скоро будет улажен, там все, что-то как-то там, Москва заплатит. Вот, знаете, мне одни идиоты, я не побоюсь этого слова, хотя считают они себя умными людьми, говорили, да Путин просто вот 350 миллиардов активов, которые у него там в Европе, он их просто добровольно отдаст, передаст эти активы золотовалютные Западу и скажет, все, отдайте мне Украину, и вот таким образом мы разойдемся. Но сущая профанация, понимаете? То же самое и Зеленский по поводу, опять же, вот сегодня, буквально сегодня, находясь во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, Путин заявляет, что любое введение иностранного контингента, это я буквально цитирую его, является законными целями для российских вооруженных сил, и они будут уничтожены. Ну, что тут еще добавить можно? Зеленский, у тебя что? Я вообще обращаюсь даже не к Зеленскому, я обращаюсь к тому же Макрону. Вот, ну, конечно, он меня не услышит, это понятно. Говорит, что я обращаюсь, это, так сказать, слишком громко. Ну, вот я обращаюсь к вам, Александр, да, вот, в частности. Я не Макрон.
Вы либерал, я помню. Но тем не менее, вот к тому же Макрону, тебя не научили ничему те войны, которые Франция вела с Россией? Или ты истории не знаешь? Я не говорю даже слово «не помнишь». Ты ее не знаешь просто. Понимаете? И, так сказать, может быть, напомнить еще другим товарищам по поводу того, когда они хотели там что-то отвоевать, отгрызть у России. Вот. А Украина, кстати, в прошлом, я так напомню тоже, невігласом, як кажуть на Украине, эта территория была Российской империей до определенного времени, до 2022 года, когда образовался Советский Союз, а Украина стала республикой в составе Советского Союза. Ну, только 1900, не 2000, 1900. А я сказал, что 2000? Ну, 2022 год. Да. Пардон, 1922 года. Значит, да. Оговорочка. Смотрите, давайте вот, чтобы точку поставить, ведь это сейчас очень важно. Фица встречается с Зеленским в Ужгороде. На момент того, когда мы с вами говорим, там подробностей каких-то не знаем, но я думаю, они будут. И Фица выскажется по поводу этой встречи, и Зеленский, может, чего-то запишет. До этого Фица – это единственный представитель ЕС и НАТО, который был в Пекине, был непосредственно, да, то есть в Китае, и говорил с Путиным. Почему единственный? А Турция? Европейского Союза и НАТО. Ну, НАТО в Турцию входит. Европейского Союза и НАТО. Да. Вот. Но не единственный. Единственный член Европейского Союза и НАТО. Но в НАТО и Турция входит, значит, уже не единственный. Два в одном. Сиярто был тоже. Два в одном. Это понимаете? тоже не единственный. Ну, это же как лидер. Смотрите, ну хорошо. Он должен что-то передать или поделиться своими выводами от Пекина. Какими? И вразумят ли они Зеленского? Еще раз, я не уловил мысль. Кто должен кому что передать? Фица должен в беседе с Зеленским озвучить свои выводы от Пекина. В будущей встрече, да? Вот которая сейчас прошла. Да. Ну, что сказать вам по этому поводу? Вы знаете, я убежден, Саша, что встреча провалится. Потому как Фицо человек с очень ясным умом. Вот. Он, понятное дело, подчинен Евросоюзу пока что. Я вам сейчас сообщу одну новость. Может быть, вы ее знаете уже. Вот. Но он демонстрирует суверенность своих мыслей. Вот в чем дело. Самостоятельность своих мыслей. И, наверное, не зря поэтому на него покушение было совершено. Вот. А моя новость состоит в том, что в Словакии общественные организации собрали уже более 500 000 подписей на проведение референдума по выходу Словакии из Евросоюза. Я не знаю, слышали вы это или нет, но это достоверная информация. Уже есть 500 000 подписей, и подписи продолжают собираться, чтобы предоставить их правительству, и опираясь на эти решения, и парламенту, конечно, уже руководство государства примет такое решение. О чем приблизительно, на мой взгляд, может говорить Фицо с Зеленским? Ну, во-первых, он ему выскажет свое фе по поводу обстрелов тех объектов в нефтеперерабатывающей сфере, перекачивающей сфере, которые находятся на территории России, которые непосредственно перекачивают нефть в Словакию. А это нефтепровод «Дружба», который строил Советский Союз. Не Украина его строила. И второе, что будет, видимо, не просить, а предлагать Фицо Зеленскому, это то, чтобы в дальнейшем, скажем,
Он подбирал слова, когда говорит о руководстве государства. Потому что, как сказал венгерский лидер Орбан, ведь тоже терпение, оно ведь такое, временный характер носит. И Венгрия, и Словакия могут также, может быть, не военным способом, но адекватно отвечать украинскому руководству. Ну, например, выдворением дипломатов из страны. Более, скажем, радикальной мерой является прекращение дипломатических отношений между государствами. Но это не на пользу Украине, уверяю вас. Вот. А когда это случится, то действительно уже будет потом интересно называть, кто изгой в Европе, Россия или Украина. Ну, а за этим, так сказать, последуют и другие, может быть, меры еще какие-то. Трудно сейчас, конечно, предположить, к чему они там договорятся, к чему они придут. Но, опять же, Зеленский-то будет оглашать не свою мысль. Он же абсолютно не самостоятелен. Его проинструктируют, ему напишут, что говорить Фицо и чем угрожать. Я думаю, что без угроз не обойдется. Это будет, конечно, сказано в такой мягкой форме, но угрожающей со стороны Зеленского. Вот. Поэтому я ничего не ожидаю от этой встречи. Абсолютно ничего. Ну, знаете, Ужгород, конечно, место встречи. Красивый город. Место встречи, да, там уже находится Кошта, сделал заявление, к Путину обратился. Путин, если вы хотите мира, встретитесь с Зеленским. Ну, видите как. Все-таки на фоне этих политических дрязг, это, кстати, очень сильный вывод нашего сегодняшнего разговора. Вот все заняты вот этой трескотней, дрязгами политическими, да, кто к кому поедет, а давай. А в это время гибнут люди на фронте, прилетают в дома. Люди сейчас, ну что просто люди понимали, вот, например, есть местная группа Краматорска, де-факто областного центра, там, с 2014 года Донецкой области подконтрольной Украине. И там люди говорят, ребята, смотрите, конец сентября, вот вам срок. Пока плюс-минус можно выехать, можно что-то. Давайте. Это же страшные вещи. И люди, все знают в Краматорске, что конец сентября, ну, в общем-то, уже жить невозможно будет в Краматорске. И они все равно остаются и верят в это лучшее. Верят в лучшее. А вот этим политикам, получается, плевать. Давайте поедем в Москву, давайте поедем в Ужгород, давайте еще. Понимаете, плевать на жизнь и страдания вот этих маленьких людей, которых там вся жизнь была в этой, не знаю, хрущевке, квартире, или там на даче, или каком-то там домике в этом истерзанном войной Донбассе. Да, к сожалению, это так. Я вот об этом и поэтому и говорю, что как-то люди поверхностно относятся к своей жизни, к жизни своих детей, родных, родителей престарелых и так далее. Меня тоже это страшно удивляет, Александр. Но я скажу вам еще одну вещь. Она тоже неприятная. Вот я вчера услышал часть выступления Юрия Продана. Помните такого? Угу. Министр энергетики Украины в прошлом. Так вот он, ну уж кому-кому, а Продану я могу поверить, потому как он, скажем, профи в газовой сфере. Так вот он говорит, что к зиме на Украине будет коллапс газовый. Почему? Потому что, несмотря на все вот эти заверения Зеленского и его команды, что газа в хранилищах достаточно, да, они будут уничтожаться российскими вооруженными силами. Хранилища, да. Именно там накопительные вот эти все системы. Не трубопроводы, а именно хранилища. Они будут уничтожаться. А куда потом закачивать это все? То есть все, что находится в энергетической системе Украины, оно будет уничтожено. И затем наступит, если зима еще будет там с плюсовой температурой, ну как-то какие-то люди будут приобретать буржуйки. В том же Краматорске, как вы говорите, да, греться как-то будут. А если зима будет суровой,
Это одному Богу известно. Что делать тогда мирному населению? И бежать уже будет некуда. Потому что тот же Краматорск или Славянск будут в окружении. А что вытворяют ВСУшники с гражданскими, это мы знаем прекрасно. Вот. Они их называют ждунами. Раз не уехал, да, вот своевременно, ждуны. Ну, или, например, там скандал с продавщицей военной с ней Да, поспорил, а да, та говорит, почему вы меня унижаете, да, за то, что там... А вот читай законодательство, на украинском меня обслуживай. Ну да, и... да, да, да. А по большому... Банальный повод для расправы над человеком. Ну, только Понимаете? зацепиться, да. Конечно. Поэтому все очень, скажем так, в перспективе очень печально. Как бы не хотелось нам верить во что-то лучшее, но пока что реалии таковы, что мы не можем от них отступиться. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо, Александр, вам было интересно поговорить. Друзья, напишите, что было интересного в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Подпишитесь на Юрия Дудкина в Телеграм и поставьте лайк этому видео. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.